Есть растения, которые выглядят декоративно весь теплый сезон и даже зимой, но особенно они украшают сад в осенний период. К таким совершенно неприхотливым и ярким культурам относится сумах оленерогий или уксусное дерево. Много лет назад я впервые увидела это растение в нашем городском парке и удивилась, насколько оно декоративное в течение всего года. Конечно, с красотой этого деревца или раскидистого кустарника сложно поспорить. Сумах действительно способен стать украшением сада с весны по осень. Он будет эффектно смотреться даже в зимнем ландшафте. Его красиво изогнутые ветви имеют своеобразное опушение и своим видом чем-то напоминают оленьи рога. Раскидистая крона и темные плоды в виде объемных свечей оживляют унылый зимний пейзаж. Но особенно шикарен этот кустарник в осенний период. Такой красочной палитры листвы, как у этого растения, сложно найти. Прогуливаясь вдоль его посадок, вы точно забудете про осеннюю меланхолию. Колоритный сумах своим ярким, я бы сказала, кричащим видом способен поднять настроение даже в самую пасмурную погоду. Но как тут не соблазниться и не приобрести такое растение в свой сад? Так думала и я много лет назад, решив во что бы то ни стало высадить это деревце на своем участке. Вы только перед покупкой сумаха обязательно учтите все его особенности, о которых я далее расскажу. В противном случае вы приобретете не красивое растение, а большие проблемы. Но обо всем по порядку. Как бы там ни было, сумах оленерогий имеет много достоинств. Это очень эффектный кустарник, который можно при желании формировать как вам угодно. Если удалять все нижние ветки уже с самого раннего возраста, то у растения можно сформировать один или несколько основных штамбов. Кстати, его крона нарастает довольно быстро, и вам не придется ждать долгие годы, чтобы вырастить из него хотя бы невысокое деревце. Ветви раскидистые, с декоративной листвой. Со стороны листья чем-то схожи на пальмовые, что выглядит по-своему необычно и экзотично. Особую экзотику добавляют причудливые соцветия шишки в виде свечей. Кстати, если вы думаете, что это диковинное растение подходит только для южного климата, то вы ошибаетесь. Сумах оленерогий родом из Северной Америки. Дерево способно выдерживать понижение температур до минус 30 градусов, что тоже можно считать его плюсом. Но если даже и обмерзнет его надземная часть, весной куст отлично восстанавливается. К тому же сумах совершенно неприхотливый в выращивании. Он приживется на разных, даже на скудных грунтах. Будет расти на солнце и в тенистых местах. В поливах и удобрениях не нуждается. Разве что поливать вам придется только молодые посаженные саженцы, и то только первое время, чтобы они укоренились. Сумах отлично переносит неблагоприятные условия, загазованный городской воздух и перепады температур. В этом он очень стрессоустойчивый. Не зря его часто высаживают на аллеях, городских парках, дворах и скверах. Каких-то вредителей у данной культуры тоже пока нет. Видимо, это связано с его специфическим запахом и химическим составом. Сумах также имеет высокий иммунитет и никакими болезнями особо не болеет. Но это еще не все его заслуги. Из плодов сумаха делают приправы. Их по-разному используют и не только в кулинарии. Это растение обладает целым рядом полезных свойств. Сумах – это отличный антиоксидант и антисептик. Его плоды содержат большое количество органических кислот, витаминов, макро- и микроэлементов. Но, пожалуй, самый большой плюс растения в том, что оно выглядит декоративно почти круглый год. Ажурная крона сумаха с декоративной листвой и плодами способна украсить любой уголок вашего сада. Дерево не создаст густую тень, и чем ближе к похолоданиям, тем ярче становятся его удлиненные листья. Красочная палитра сумаха сочетает в себе многочисленные оттенки желтого, зеленого, оранжевого, красного и даже фиолетового цвета. Это настоящее буйство красок в осеннем саду. Даже при однотонной зеленой гамме в летний период крона сумаха отчетливо выделяется за счет своих контрастных, насыщенно-красных соплодий. Казалось бы, не растение, а мечта. И все бы было отлично, если бы не некоторые неприятные особенности сумаха.
И первый его минус в том, что он способен давать свою прикорневую поросль, причем даже на большие расстояния от основного куста. Если вы не желаете постоянно удалять его отростки в самых разных местах своего участка, саженец лучше сразу посадить в глубокий и прочный ограничитель. Например, старую бочку без дна или металлический бак с отверстиями для стока воды. Интересно, что из сумаха получается даже бонсай. Учтите и химический состав дерева. Не зря его еще называют уксусным. Все части сумаха содержат большое количество танинов и дубильных веществ. Это растение способно подкислять почву, из-за чего рядом с ним особо ничего не приживается. Но если его недостатки вас не пугают, то для живописного осеннего сада, кустарников и деревьев ярче и неприхотливее сумаха сложно найти. Уверена, что многие зрители уже знакомы с этим растением. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду.